Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Я рада вас приветствовать на моем канале «Мир рукоделия и творчества. Вязание пряжи». Меня зовут Елена. Сегодня я хочу вам показать мастер-класс по вязанию красивого узора. Узор связан крючком из теплой пряжи, из теплой тонкой пряжи. Вот такой узор мы будем с вами сегодня вязать. Я вам покажу, каким образом читается схема и вяжется каждый ряд узора. Как вы видите, у меня вязаный образец имеет разную ширину. То есть вот здесь уже, здесь шире. По ходу просмотра видео вы поймете, почему у меня здесь вот я вам показываю такой странный образец. Надеюсь, вы видео досмотрите до конца. И данный видеоурок, видео-мастер-класс вам будет полезен. Данным узором вы можете связать теплую, красивую, нарядную, ажурную кофточку, которую вы видите на фото. Посмотрите, как он милый и симпатично выглядит. Все схемы по вязанию кофточки и основного узора вы можете найти в конце видео. Я выкладываю и прикрепляю к видео только те схемы, которые у меня есть. Вы можете ими воспользоваться. Либо сделать скриншот с экрана, либо поставить паузу и вязать по этой схеме. По схемам, которые я вам предоставила для удобства вязания и по моему обучающему видеоуроку. А в планах у меня создать сайт, где я буду размещать видеоуроки по вязанию и схемы на сайте. И когда уже будет сайт создан, я поделюсь с вами ссылочкой, для того, чтобы вам было удобно распечатывать эти схемы, пользоваться и вязать. Вязать узор я буду вот по этой схеме. Схему вы найдете в конце видео. Для образца я выбрала пряжу от Янарт. Название пряжи Ангора. Кролик. Состав 40% мохер и 60% акрил. В 100 граммах 500 метров. Пряжа содержит в себе 40% мохера, и она пушистая. Минус у этой пряжи, если вязать крючком, в принципе, и спицами, что очень, если вы будете распускать, сложно распускать вязаное изделие, если вы, допустим, что-то неправильно связали, и у вас есть необходимость перевязать, очень сложно распускается данная нить, потому что вот мохер, содержащийся в нити, он скатывается в процессе вязания и уплотняет узор. Для вязания я выбрала крючок номер 2,5. Можно вязать 2,75, номером 3, 3,5, 4. У вас тогда изделие будет очень такое легкое, невесомое, воздушное. Для начала вязания необходимо набрать цепочку из 33 воздушных петелек. Эти петельки пойдут для формирования узора вязания. И 3 петельки подъема для перехода на
первый ряд. Всего я хочу набрать 36 воздушных петелек. Для образца набираю 36 воздушных петелек, и это будет у меня начальный ряд. Связала цепочку из 36 воздушных петелек и читаем схему первого ряда. 3 петельки подъема и 2 петельки мы пропускаем для того, чтобы связать первую галочку. Отсчитываем от цепочки 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушных петелек. И в основании 6 петельки воздушной провязываем 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. И в основании 6 петельки провязываем 2 столбик с одним накидом. Связали 1 галочку. 1 воздушная петелька, пропускаем 1, 2, 3. 3 воздушных петельки. В 4 петельку вяжем 2 галочку, состоящую из 2 столбиков с одним накидом. Между столбиками 1 воздушная петелька. И так далее. Всего должно быть связано 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 галочек. И заканчиваем первый ряд 1 столбиком с одним накидом. Раппорт состоит из 8 петелек. Вот здесь вот у меня на схеме стрелочками обозначено начало и окончание раппорта. 8 петелек. Ширина раппорта. Приступаем к вязанию первого ряда. От начала цепочки я отсчитываю 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И в основании 6 петельки я провязываю 1 первый столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. В эту же петельку, шестую, я провязываю 2 столбик с одним накидом. Связали первую галочку. Галочка — это 2 столбика с одним накидом с общим основанием, между столбиками 1 воздушная петля. 1 воздушная петелька. Пропускаем 3 петельки цепочки. 1, 2, 3. И в 4 петельку цепочки провязываю 2 галочку. Галочка — это 2 столбика с одним накидом, между столбиками 1 воздушная петелька. Все 2 столбика вяжутся с общим основанием. 1 воздушная петелька между галочками. Пропускаю 3 воздушных петельки цепочки. 1, 2, 3. И в основании 4 петельки провязываю 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. В это же основание 4 петельки провязываю 2 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. 1, 2, 3 петельки пропускаю цепочки. И в 4 петельку провязываю 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. В эту же петельку цепочки провязываю 2 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. Пропускаю 3 петельки цепочки. 1, 2, 3. И в 4 петельку провязываю 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. В эту же петельку цепочки провязываю 2 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. Пропускаю 1, 2, 3. 3 петельки цепочки. И в 4 петельку провязываю 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. В эту же петельку цепочки провязываю 2 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. Пропускаю 1, 2, 3. 3 петельки цепочки.
И в четвертую провязываю 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. Опять же в четвертую петельку цепочки провязываю 2 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. И пропускаю 3 петельки цепочки. В четвертую петельку провязываю 1 столбик с одним накидом. У нас должно быть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 галочек проверяем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот мы сейчас крайнюю провязываем. И будет у нас... Завершаем вязание первого ряда. 8-ю галочку я провязала. И первый ряд мы заканчиваем. Таким образом, 1 петельку пропускаю и уже во 2-ю петельку вяжу 1 столбик с одним накидом. Все, закончили вязать первый ряд. Приступаем к вязанию второго ряда. Читаем схему. Схема читается слева направо. 5 петелек воздушных подъема. 1 столбик без накида мы вяжем между 2 столбиками с одним накидом в воздушную петельку. 5 воздушных петелек. Столбик без накида мы вяжем опять же вершину галочки. 5 воздушных петелек. Уже 3-й по счету столбик без накида мы вяжем вершину 3-й галочки. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваю вязание и вершину галочки, там, где у нас между столбиками с одним накидом была провязана в первом ряду 1 воздушная петелька, вот в эту вершину галочки я провязываю 1 столбик без накида. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида вы можете вязать либо в основании петельки воздушной, либо как вяжу я, чтобы было быстрее. Я ввожу крючок под петельку, захватываю рабочую нить, вывожу ее на себя. У меня на крючке 2 петельки, соединяю ее при помощи рабочей нити и крючка, и получается у меня 1 петелька. Вот таким образом я буду вязать столбик без накида. 5 воздушных петелек. Вершину уже 3-й галочки, там, где у нас 1 воздушная петелька была связана в первом ряду, провязываю 3-й столбик без накида. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И опять же между столбиками с одним накидом вершину галочки провязываю 1 столбик без накида. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Вершину галочки между столбиками с одним накидом провязала 1 столбик без накида. 5 воздушных петелек. Между 2 столбиками с одним накидом вершину галочки провязала 1 столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петелек. Вершину галочки провязала 1 столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Вершину галочки провязала 1 столбик без накида. Заканчиваем ряд. 2 воздушных петельки и в 3-ю петельку подъема, то есть это следующая петелька крайняя, после столбика с одним накидом первого ряда. В эту петельку я провязываю 1 столбик с одним накидом.
Всего у нас должно получиться 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 арочек и плюс 2 крайних слева и справа. Читаем схему третьего ряда. Схема читается справа налево. 1 петелька подъема. Столбик без накида провязываю в вершину столбика с одним накидом. 2 воздушных петельки. В первую арочку цепочки провязываем 3 столбика с одним накидом. 2 воздушных петельки. И в вершину арочки уже второй по счету провязываем 1 столбик без накида. 2 воздушных петельки. В арочку цепочки из 5 петелек в третью по счету провязываем 3 столбика с одним накидом. 2 воздушных петельки и соединяем их при помощи столбика без накида, который вяжется уже в четвертую арочку по счету. Приступаем к вязанию третьего ряда. 1 воздушная петелька подъема. Разворачиваю вязание на другую сторону. Вершину первого столбика с одним накидом второго ряда провязываю 1 столбик без накида. 2 воздушных петельки. В первую арочку из цепочки провязываю 3 столбика с одним накидом. 1 столбик, 2 столбик с одним накидом, 3 столбик с одним накидом, 3 столбика с одним накидом. 2 воздушных петельки. В вершину арочки уже второй. Здесь, если считать вот крайнюю, то получается 1, 2, 3. В третью арочку провязываем 1 столбик без накида. Вы можете вязать так, как у нас 5 петелек, то вы можете найти третью петельку цепочки, среднюю, и вот в эту петельку провязать 1 столбик без накида. Я для быстроты вязания буду вязать просто цепляясь, завожу крючок за цепочку, снизу вверх захватываю рабочую нить, вытягиваю на крючке 2 петельки, соединяю ее при помощи рабочей нити крючка в одну. Вот таким образом я буду вязать для быстроты вязания. 1, 2, 2 воздушных петельки. И в следующую вершину арочки провязываю 3 столбика с одним накидом. Давайте посчитаем. Я ее связала. Если от начала считать, то 1, 2, 3, 4. В вершину четвертой арочки цепочки я провязала 3 столбика с одним накидом, 2 воздушных петельки. В следующую арочку я провязываю 1 столбик без накида, 2 воздушных петельки. В следующую арочку цепочки провязываю 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 2 воздушных петельки и в следующую вершину арочки провязываю 1 столбик без накида. 2 воздушных петельки. В следующую арочку провязываю 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 2 воздушных петельки и заканчиваю вязание. Я провязываю 1 столбик без накида в третью петельку подъема. Таким образом довязала до конца ряда. Четвертый ряд. Читаем схему слева направо. 3 петельки подъема. Вершину первого столбика с одним накидом
провязываем 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. Вершину второго столбика с одним накидом третьего ряда провязываем 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. И в эту же вершину второго столбика с одним накидом третьего ряда провязываем второй столбик с одним накидом. Вот это провязываем вот галочку. Это 2 столбика с одним накидом с общим основанием. Вершину второго столбика с одним накидом, 1 воздушная петелька. И уже в третий столбик с одним накидом третьего ряда провязываем 1, 2, 3, 4 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, и вяжем этот элемент, повторяем его до конца ряда. Должно у нас получиться 1, 2, 3, 4. 4 элемента. Приступаем к вязанию. Для перехода на следующий ряд, 4, я провязала 3 петельки подъема. Разворачиваю вязание. В первый столбик с одним накидом в вершину столбика провязала 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. В вершину второго столбика с одним накидом третьего ряда провязала 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. И в эту же вершину второго столбика с одним накидом третьего ряда провязала еще 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. В вершину третьего столбика с одним накидом третьего ряда провязала 1 столбик с одним накидом. Давайте еще раз. Столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, и в эту же вершину второго столбика с одним накидом я провязала еще 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, и уже в третий столбик с одним накидом провязала 4 по счету столбик с одним накидом. Далее будем вязать вот этот элемент, повторим еще 3 раза. В первый столбик с одним накидом провязала 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. В вершину второго столбика с одним накидом провязала 2 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. В вершину второго же столбика с одним накидом провязала 3 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. В вершину третьего столбика с одним накидом провязала 4 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. Переходим к третьему элементу. В вершину первого столбика с одним накидом провязала 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. В вершину второго столбика с одним накидом провязала 2 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. В вершину второго столбика с одним накидом провязала 3 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. И в вершину третьего столбика с одним накидом провязала 4 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. В первый столбик провязала 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. В вершину второго столбика с одним накидом провязала 2 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. В вершину второго столбика с одним накидом провязала 3 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. В вершину четвертого столбика с одним накидом провязала 4 столбик с одним накидом. Здесь уже 1 воздушную петельку не провязываем, а вяжем сразу же столбик с одним накидом. Столбик с одним накидом провязываем в вершину столбика без накида третьего ряда. То есть после этого элемента воздушной петельки нет. Сразу столбик с одним накидом. Приступаем к вязанию 5-го ряда. Читаю схему 5-го ряда. Схема читается справа налево. 1 воздушная петелька подъема. В столбик с одним накидом вяжем столбик без накида. Здесь получается в первую воздушную петельку провязываем 2 столбика
с одним накидом. Далее следующую воздушную петельку провязываем 3 столбика с одним накидом. И следующую воздушную петельку провязываем 2 столбика с одним накидом. Между элементами, где у нас была провязана одна воздушная петелька, вяжем 1 столбик без накида. И далее повторяем раппорт таким же образом. Давайте приступим к вязанию. Для перехода на следующий ряд я провязала одну петельку подъема, разворачиваю вязание и в вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик без накида. Далее между первым и вторым столбиком с одним накидом провязываю 2 столбика с одним накидом. Это по схеме так указано. Давайте посмотрим, что у нас получится. В вершину между вторым и третьим столбиком с одним накидом провязываем уже 3 столбика с одним накидом. Между четвертым и пятым, раз, два, три, четыре, между четвертым и пятым столбиком с одним накидом провязываем 2 столбика с одним накидом. Раз, два. И соединяем, провязываем между элементами 1 столбик без накида. Вот таким образом у нас выглядит вязание. И здесь получается у нас не вывязался тот веерочек, который хотелось бы видеть, как вот здесь показано на схеме. Давайте с вами свяжем вот этот ряд немножко по-другому. Сейчас я распущу вязание вот этого элемента, так как оно распускается, видите, с трудом, так как пряжа пушистая и цепляется между собой. То есть давайте попробуем, вот я вам покажу, как лучше, то есть вы уже сами решите, как вы будете вязать. Ну, я думаю, что давайте свяжем вот не 1 столбик здесь у нас будет с одним накидом, а полустолбик с одним накидом. То есть я между первым и вторым столбиком с одним накидом провязываю 2 полустолбика с одним накидом. То есть вот у меня я сделала накид, захватила нить, у меня на крючке 3 петельки, и я их соединила в одну. И опять же между первым и вторым столбиком с одним накидом провязала еще 1 полустолбик с одним накидом. Всего здесь связано у меня 2 полустолбика с одним накидом. Между вторым и третьим столбиком с одним накидом мы провязываем 3 столбика с одним накидом. Раз, два, три. Между, получается у нас раз, два, три, 4. Между четвертым и третьим и четвертым столбиком с одним накидом провязываю 2 полустолбика с одним накидом. И между элементами провязываю 1 столбик без накида. Вы можете провязать в основании вот этой петельки воздушной вот таким образом. Я буду провязывать, захватывать нить, то есть от себя, потом к себе захватываю, соединяю. Таким образом вяжу столбик без накида. Вот таким образом у нас сформировалась ракушечка, назовем ее так. Давайте попробуем связать второй элемент таким же образом. Между первым и вторым столбиком с одним накидом провязываю 2 полустолбика с одним накидом. Раз, два. Между вторым и третьим столбиком с одним накидом провязываю 3 столбика с одним накидом. Раз, два, три.
Вот таким образом. Между третьим и четвертым столбиком с одним накидом провязываю 2 полустолбика с одним накидом. Вот так у нас получается. Я думаю, что так смотрится гораздо лучше. А вы можете уже выбрать свой вариант и вязать. Если вы вяжете по схеме, вяжите по схеме, как вам удобно и как вам больше нравится. Технику вязания этого узора я вас не принуждаю именно так вязать. Вы можете вязать, как вам захочется. Между первым и вторым столбиком с одним накидом я вяжу 2 полустолбика с одним накидом. Между вторым и третьим столбиком с одним накидом провязываю 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Между третьим и четвертым столбиком с одним накидом провязываю 2 полустолбика с одним накидом. И между элементами я провязываю 1 столбик без накида. Далее заканчиваем. Это у нас по счету будет 4-й элемент. 1, 2, 3, 4. Значит, между первым и вторым провязываю 2 полустолбика с одним накидом. Между вторым и третьим элементом провязываю 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Между третьим и четвертым провязываю 2 полустолбика с одним накидом. И заканчиваем вязание. Мы в третью петельку подъема вяжем 1 столбик без накида. Все, связали до конца 5-й ряд. Вот какая красота у нас получается. Если вы возьмете крючок еще номером больше, у меня вот 2,5, а метраж нити у меня 500 метров в 100 граммах, то у вас вязаное полотно, вязаный узор будет еще смотреться воздушнее и будет невесомый, более нежнее будет смотреться. Читаю схему 6-го ряда. Схема читается слева направо. 1, 2, 3, 4, 5, 5 петелек подъема, цепочка из 5 петелек. В вершину получается первого столбика с одним накидом вяжем 1 столбик без накида. В вершину второго столбика с одним накидом вяжем 2 столбик без накида. И в вершину третьего столбика с одним накидом вяжем 3 столбик без накида. 2 воздушных петельки. Между вот этими веерочками вяжем 1 столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки и повторяем раппорт уже сначала. Давайте приступим к вязанию. Это у нас будет 6-й ряд по схеме. Для перехода на следующий ряд я провязываю цепочку из 5 петелек воздушных. Это петельки подъема. В вершину первого столбика с одним накидом, вот он, провязываю 1 столбик без накида. В вершину второго столбика с одним накидом провязываю 2 столбик без накида. В вершину третьего столбика с одним накидом провязываю 3 столбик без накида. 2 воздушных петельки. 1, 2. Там, где у нас между веерочками мы вязали в 5-м ряду столбик без накида, в вершину столбика без накида провязываю 1 столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки. В вершину первого столбика с одним накидом, так как у нас здесь крайние 2 полустолбика с одним накидом слева и справа, а посередине вот у нас было связано, это у меня было связано, я изменила немножко схему. В 5-м ряду вот у меня посередине идет 3 столбика с одним накидом. В вершину первого столбика с одним накидом провязала 1 столбик без накида. В вершину второго столбика с одним накидом провязала 2 столбик без накида.
И в вершину третьего столбика с одним накидом провязала третий столбик без накида. 2 воздушных петельки. Раз, два. Между веерочками, где у нас в 5 ряду мы вязали столбик без накида, в вершину столбика без накида провязываю 1 столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки. В вершину первого столбика с одним накидом 5 ряда провязала 1 столбик без накида. В вершину второго столбика с одним накидом провязала 2 столбик без накида. И в вершину третьего столбика с одним накидом провязала 3 столбик без накида. 2 воздушных петельки. Между веерочками в вершину столбика без накида провязываю 1 столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки. В вершину первого столбика с одним накидом 5 ряда провязала 1 столбик без накида. В вершину второго столбика с одним накидом провязала 2 столбик без накида. В вершину третьего столбика с одним накидом провязала 3 столбик без накида. 2 воздушных петельки. И в вершину столбика без накида 5 ряда провязываю 1 столбик с одним накидом. Закончили вязать 6-й ряд. Так, вот здесь вот на схеме, если смотреть 9, 10 ряд, если вы приглядитесь, и 11, они немножко отличаются. И я думаю, что опытным рукодельницам и мастерицам, которые умеют читать схемы, схема, она будет приложена в конце видео, и вы легко разберетесь. Но давайте все-таки раз я начала показывать мастер-класс по вязанию узора, хочу еще показать, каким образом связать 8, 9, 10, 11, 12 ряд, может быть даже 13, свяжем вместе, а там вот уже далее 14 и 15 это повторение сначала. То есть я буду вязать 13. Я хочу сделать смену крючка. До этого я вязала с 1 по 6 ряд крючком номер 2,5. Сейчас я хочу взять крючок на, получается, больше, чем на 2 размера. Это 3,5 у меня номер. И посмотрим, каким образом у меня будет связан 2-й раппорт в высоту. И вы уже можете в комментариях под этим видео написать мне, какой вам образец больше понравился. Первый образец я вязала крючком номер 2,5. А 2-й раппорт я буду вязать в высоту крючок номер 3,5. Давайте продолжим вязание. И у нас начало 7 ряда. Читаем схему. Схема читается справа налево. 3 петельки подъема. В арочку цепочки из 2 петелек вяжем галочку. Галочка состоит из 1 столбика с одним накидом, 1 воздушная петелька. И в эту же арочку провязываем 2 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. В следующую арочку из 2 воздушных петелек провязываем галочку, 1 воздушная петелька, еще раз галочка. Всего должно быть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 галочек в 7 ряду. Приступаю к вязанию 7 ряда. 3 воздушных петельки подъема. 1, 2, 3. Разворачиваю вязание. И там, где у нас было связано 2 воздушных петельки, я провязываю 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. В эту же арочку провязываю 2 столбик с одним накидом. Связали первую галочку. 1 воздушная петелька.
то есть вот столбик с одним накидом слева и справа. Вот справа в эту арочку, которая справа находится от столбика с одним накидом, провязываю один столбик с одним накидом. Одна воздушная петелька. В эту же арочку провязываю второй столбик с одним накидом. Связали. Раз, два. Вторую галочку. Одна воздушная петелька. Слева от столбика у нас есть арочка из 2 петелек. Провязываем один столбик с одним накидом. Одна воздушная петелька. В эту же арочку провязываю второй столбик с одним накидом. Одна воздушная петелька. От столбика слева и справа 2 арочки. Столбик с одним накидом провязываем в арочку, которая идет справа от столбика с одним накидом. Одна воздушная петелька. В эту же арочку провязываю второй столбик с одним накидом. Одна воздушная петелька. В следующую арочку провязываю галочку. Эта галочка состоит из одного столбика с одним накидом, одна воздушная петелька. И в эту же арочку провязываю второй столбик с одним накидом. Одна воздушная петелька. В арочку из 2 петелек воздушных, которая справа от столбика с одним накидом, провязываю один столбик с одним накидом. Одна воздушная петелька. В эту же арочку провязываю второй столбик с одним накидом. Одна воздушная петелька. В следующую арочку из 2 петелек провязываю один столбик с одним накидом. Одна воздушная петелька. В эту же арочку провязываю второй столбик с одним накидом. Одна воздушная петелька. Заканчиваем ряд. Провязываю один столбик с одним накидом в вершину арочки. Одна воздушная петелька. В эту же вершину арочки провязываю второй столбик с одним накидом. И заканчиваем ряд. Мы провязываем в 3-ю петельку подъема один столбик с одним накидом. Вот таким образом выглядит вязание. То есть, видите, уже полотно стало расширяться. Если вы хотите связать, допустим, расклешенные рукава, либо расширить кофточку к низу, или наоборот уменьшить в области талии, или увеличить в области груди, вы можете просто менять размер крючка. И у вас таким образом получится сужение вязаного полотна, либо расширение. Читаем схему 8-го ряда. Схему читаем слева направо. 5 воздушных петелек подъема. Столбик без накида мы провязываем в вершину галочки, там, где у нас связана была одна воздушная петелька. Цепочка из 5 воздушных петелек. Второй столбик без накида мы провязываем опять же в вершину уже второй галочки и так далее. То есть в каждую вершину галочки мы провязываем по одному столбику с одним накидом. Должно быть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 столбиков без накида. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9 у нас будет арочек. Приступаем к вязанию 8-го ряда. Для перехода на следующий ряд я провязываю цепочку из 5 воздушных петелек. Далее в вершину галочки между первым и вторым столбиком, там, где у нас связана петелька воздушная, вы можете провязать вот таким образом один столбик без накида. Либо в основание петельки вот прокалываете крючок и вяжете один столбик без накида, либо я завожу крючок под цепочку, захватываю рабочую нить, вытягиваю, у меня на крючке 2 петельки, я соединяю, у меня получается 1 петелька на крючке. Вот таким образом. 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушных петелек. И в вершину галочки между первым и вторым столбиком провязываю один столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушных петелек.
Опять же, в вершину галочки между первым и вторым столбиком с одним накидом провязываю 1 столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петелек. Следующую вершину галочки я провязываю между столбиками с одним накидом столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Цепочка из 5 воздушных петелек. Между столбиками с одним накидом я провязываю 1 столбик без накида. Цепочка 1, 2, 3, 4, 5. Опять же, вершину галочки провязываю 1 столбик без накида. Цепочка 1, 2, 3, 4, 5. В вершину галочки провязываю 1 столбик без накида. Цепочка 1, 2, 3, 4, 5. В вершину галочки провязываю 1 столбик без накида. 2 воздушных петельки. И в третью петельку цепочки провязываю 1 столбик с одним накидом. Проверяем. У нас должно получиться 9 арочек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все правильно. Приступаем к вязанию 9 ряда. Схема читается справа налево. 3 петельки подъема. В первую петельку цепочки провязываем 1 столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки. Либо в третью петельку цепочки, либо в вершину вот этой арочки провязываете 1 столбик без накида. 2 воздушных петельки. В вершину арочки провязываете 3 столбика с одним накидом. 2 воздушных петельки и повторяете вот этот раппорт до конца ряда. Приступаем к вязанию. Это у нас по схеме 9 ряд. Для перехода на следующий ряд я провязала 3 петельки подъема, развернула вязание и в первую петельку, у нас здесь было 2 воздушных петельки, я провязываю 1 столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки. Вы можете вязать либо в третью петельку цепочки вот таким образом, 1 столбик без накида. Провязали. 2 воздушных петельки. В следующую арочку провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Провязали. 2 воздушных петельки. Вы можете провязать в третью петельку цепочки, либо, как я, заводите крючок под арочку, захватываете рабочую нить, вытягиваете нить, на крючке у вас 2 петельки, и при помощи рабочей нити соединяете 2 петельки в одну. Связали 1 столбик без накида. 2 воздушных петельки. Вершину арочки из цепочки провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 2 воздушных петельки. Провязываем вершину арочки 1 столбик без накида. 2 воздушных петельки. Вершину следующей арочки провязывайте 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 2 воздушных петельки. Вершину следующей арочки провязывайте 1 столбик без накида. 2 воздушных петельки. И 1, 2, 3 петельки отсчитываем. И вот в четвертую от начала предыдущего ряда провязываем 1 столбик с одним накидом. А в третью петельку подъема провязываем 2 столбик с одним накидом. Закончили вязать 9 ряд. Таким образом выглядит вязание. Вот видите, оно как расширилось. Значительно расширилось, потому что я изменила размер крючка. Вы можете таким же образом делать прибавочки. Расширять и сужать полотно. Просто менять размер крючка. Все
Очень просто. Ставим схему 10-го ряда. Схема читается слева направо. 3 петельки подъема. Вершину первого столбика с одним накидом провязываем 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. Вершину второго столбика с одним накидом провязываем столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. Вершину первого столбика с одним накидом провязываем 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. Вершину второго столбика с одним накидом провязываем галочку. Это 2 столбика с одним накидом, между столбиками 1 воздушная петелька. 1 воздушная петелька. И вершину третьего столбика с одним накидом 9-го ряда вяжем 1, 2, 3, 4 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька и вяжем еще раз вот этот элемент. Он всего повторяется 3 раза в узоре. И вот здесь по половинке этого элемента с краю слева и справа. Приступаем к вязанию 10-го ряда. Для перехода на следующий ряд 10 я провязываю 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Вершину первого столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. Вершину второго столбика с одним накидом провязываю еще 1 столбик с одним накидом. Если считать 3 петельки подъема, то у нас связано 1, 2, 3. 3 столбика с одним накидом. 1 воздушная петелька. Вершину первого столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. В вершину второго столбика с одним накидом провязываю галочку. Это 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. И в эту же вершину второго столбика с одним накидом предыдущего ряда провязала еще 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. В третий столбик с одним накидом провязала, получается по счету 4-й столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Между столбиками по 1 воздушной петельке. 1 воздушная петелька. Вершину первого столбика с одним накидом уже следующего раппорта, следующего веерочка провязала 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. Вершину второго столбика с одним накидом я провязала 2 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. Вершину второго столбика с одним накидом я провязала 3 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. Вершину третьего столбика с одним накидом провязала 4-й столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. Вершину первого столбика с одним накидом провязала 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. Вершину второго столбика с одним накидом провязала 2 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. Вершину второго столбика с одним накидом провязала 3 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. Вершину третьего столбика с одним накидом провязала 4-й столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. И заканчиваем мы ряд. В первый столбик с одним накидом я провязала 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. И в третью петельку цепочки я провязываю 2 столбика с одним накидом. То есть у нас крайний элемент, который слева, состоит из 3 столбиков с одним накидом. Вот здесь вот. Все. Закончила вязать я 10-й ряд по схеме. Читаем схему 11-го ряда. Три петельки подъема. Схему читаем справа налево. И в вершину первого столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом. В арочку из цепочки, которая состоит из одной петельки, провязываю 2
полустолбика с одним накидом. Вы можете вязать 2 столбика с одним накидом, как вам угодно. Я буду вязать 2 полустолбика с одним накидом. Между элементами мы будем вязать по одному столбику без накида. Далее вот связали в следующую воздушную петельку цепочки 1 столбик без накида. Между первым и вторым столбиком с одним накидом провязываем 2 полустолбика с одним накидом. Таким образом вяжу я, еще раз повторюсь. Вы можете вязать 2 столбика с одним накидом. Между вторым и третьим столбиком с одним накидом 10 ряда вяжем 3 столбика с одним накидом. Между третьим и четвертым столбиком с одним накидом вяжем 2 столбика с одним накидом, либо я буду вязать 2 полустолбика с одним накидом. Далее в арочку цепочки из одной петельки вяжем 1 столбик без накида, то есть связали 1 раппорт. Таким образом повторяем еще 3 раза. Приступаем к вязанию. Это у нас будет 11 ряд по схеме. Для перехода на следующий ряд я провязала 3 воздушных петельки. В первый столбик с одним накидом провязала 1 столбик с одним накидом. Далее между первым и вторым, то есть между вторым и третьим, где вот одна петелька воздушная, провязываю 2 полустолбика с одним накидом. Таким образом, между элементами провязала, там, где у нас одна воздушная петелька, 1 столбик без накида. Между первым и вторым столбиком с одним накидом провязываю 2 полустолбика с одним накидом. Между вторым и третьим столбиком с одним накидом провязываю 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Между третьим и четвертым столбиком с одним накидом провязываю 2 полустолбика с одним накидом. Таким образом связали мы первый раппорт. Нам еще необходимо связать 3 раппорта. Так, 1, 2, 2 раппорта, то есть всего 3 раппорта в ширину. Далее между элементами провязываю 1 столбик без накида. Между первым и вторым столбиком с одним накидом провязываю 2 полустолбика с одним накидом. Между вторым и третьим столбиком с одним накидом провязываю 3 столбика с одним накидом. 1, 2 и 3. Между третьим и четвертым столбиком с одним накидом провязываю 2 полустолбика с одним накидом. В арочку цепочки провязываю 1 столбик без накида. Между первым и вторым столбиком с одним накидом провязываю 2 полустолбика с одним накидом. Между вторым и третьим столбиком с одним накидом провязываю 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Между третьим и четвертым столбиком с одним накидом провязываю 2 полустолбика с одним накидом. Между элементами, там где воздушная петелька, провязываю 1 столбик без накида. Между первым и вторым столбиком с одним накидом провязываю 2 полустолбика с одним накидом. И заканчиваем вязать. Мы провязываем 2 столбика с одним накидом в основании третьей петельки цепочки подъема. Вот когда мы поднимались. Это у нас получается на 10 ряд. Вот в эту третью петельку цепочки я провязала 2 столбика с одним накидом. Всего у нас получилось 1, 2, 3 ракушечки по центру и по половине ракушечки слева и справа. Таким образом выглядит у меня полотно.
образец узора. Всего уже мы с вами связали по схеме 11 рядов. Читаем схему 12 ряда. Схема читается, получается, здесь слева направо. Одна воздушная петелька подъема. В первый и второй столбик с одним накидом провязываю по одному столбику без накида. 2 воздушных петельки. Между веерочками вяжем по одному столбику с одним накидом. То есть вершину столбика без накида 11 ряда провязываю 1 столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки. Вершину первого, второго, третьего столбика с одним накидом провязываю по одному столбику без накида. Всего должно быть 3 столбика без накида. 2 воздушных петельки. И начало второго раппорта — это 1 столбик с одним накидом. Провязываем его в вершину столбика без накида. И так далее. Это у нас будет 12 ряд по схеме. Здесь вот он таким образом. Здесь вот у нас будет 13, 14 и 15. Вот у меня здесь обсчиталась я. Так, приступаем к вязанию. Для подъема я провязываю одну петельку воздушную, разворачиваю вязание и вершину первого столбика с одним накидом провязываю 1 столбик без накида. Вершину второго столбика с одним накидом провязала 2 столбик без накида. 2 воздушных петельки. Между веерочками у нас был связан 1 столбик без накида. Вот вершину столбика без накида я провязываю 1 столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки. Вершину первого, второго, третьего столбика с одним накидом провязываем по одному столбику без накида. Вершину первого столбика с одним накидом я провязала 1 столбик без накида. Вершину второго столбика с одним накидом провязала 2 столбик без накида. И в вершину третьего столбика с одним накидом провязала 3 столбик без накида. 2 воздушных петельки. 1, 2. Вершину столбика без накида я провязала 1 столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки. Вершину первого столбика с одним накидом провязала 1 столбик без накида. Вершину второго столбика с одним накидом провязала 2 столбик без накида. И вершину третьего столбика с одним накидом провязала 3 столбик без накида. 2 воздушных петельки. Вершину столбика без накида провязываю 1 столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки. Вершину первого столбика с одним накидом провязала 1 столбик без накида. Вершину второго столбика с одним накидом провязала 2 столбик без накида. И вершину третьего столбика с одним накидом провязала 3 столбик без накида. 2 воздушных петельки. Вершину столбика без накида провязала 1 столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки. И заканчиваем ряд. У нас получается в предпоследний, то есть в вершину столбика с одним накидом я провязала 1 столбик без накида. И в третью петельку подъема провязала 2 столбик без накида. Вот таким образом закончили ряд. Читаем схему 13 ряда. Схему читаем справа налево. 3 петельки подъема. Вяжем галочку, состоящую из 2 столбиков с одним накидом. Между столбиками 1 воздушная петелька. В арочку цепочки из 2 воздушных петелек. 1 воздушная петелька. И в следующую арочку из 2 петелек провязываем 2-ю по счету галочку. И так далее. Всего должно получиться 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 галочек в 13 ряду. Так, 14 ряд.
это у нас повторение второго ряда. То есть я сейчас с вами свяжу вместе только 13 ряд. А 14 и 15 это уже все, узор повторяется, начиная так, здесь получается с первого ряда. 13 ряд это повторение первого ряда. 14 ряд повторение второго ряда. Поближе вам показать. То есть вот смотрите, первый ряд это повторение. 13 ряд повторения первого. 14 ряд повторения второго. И 15 ряд повторения третьего. 16 ряд повторения четвертого и так далее. То есть вы вяжете полотно с 1 по 13 ряд. И потом у вас идет повторение узора. Даже не по 13, а по 12, потому что 13 ряд это повторение первого ряда. Так, давайте свяжем еще один ряд. И я уже буду... И на этом у нас вязаный образец. Вязание образца подойдет к заключительному финалу. Так, давайте, значит, приступим к вязанию. Это 3 петельки подъема я сделаю для того, чтобы перейти на следующий ряд. И от столбика с одним накидом, вот слева и справа есть арочки из 2 петелек воздушных. Вот в арочку, которая находится справа от столбика с одним накидом, я провязываю 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, в эту же арочку провязываю 2 столбик с одним накидом. Связали галочку, первую галочку. 1 воздушная петелька. И уже в арочку, которая находится слева от столбика с одним накидом, провязываю 2 галочку. Это 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. И в эту же арочку провязываю 2 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. В следующую арочку, это справа, которая находится от столбика с одним накидом, провязываю 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. В эту же арочку провязываю 2 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. В арочку, которая находится слева от столбика с одним накидом, провязываю следующую галочку. Это 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. И в эту же арочку я ввяжу 2 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. Вершину арочки провязываю 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. В эту же вершину арочки провязываю 2 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. В следующую вершину арочки провязываю 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. В эту же вершину арочки провязываю 2 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. В следующую арочку провязываю 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. В эту же арочку провязываю 2 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. В арочку, которая находится слева от столбика с одним накидом, провязываю 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. В эту же арочку провязываю 2 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. И заканчиваем вязание. Так, здесь 1 воздушную петельку зря провязала, убираю. В столбик без накида предыдущего ряда я провязала 1 столбик с одним накидом. Все, закончили вязать. Это у нас получается, я связала всего 13 рядов. 13 ряд это начало 2 раппорта в высоту. 13 ряд повторяет 1 ряд. Сейчас вы без проблем можете связать уже 14 ряд, так как он повторение 2 ряда. Перемотайте, пожалуйста, видео на начало и продолжайте вязать узор. Вот таким образом у нас смотрится узор. Значит, смотрите, вы уже видели, что я меняла размер крючка. Я изначально начала вязать крючком номер 2.
связала я им вот до этой линии. Это у нас получается до 6-го ряда. А там ряд, где у меня идут галочки, я уже вязала крючком номер 3,5. Давайте с вами сделаем замеры, насколько увеличилось полотно, если сделать, то есть если вязать разными размерами крючка. Значит, с 1 по 6 ряд у меня размер вязаного образца в ширину 11,5 сантиметров. Далее, с 7 ряда по 13 я вязала уже крючком номер 3,5, и у меня ширина вязаного образца 14 сантиметров. Видите, насколько изменилась ширина? 14 сантиметров и 11,5. Это получается на 2,5 сантиметра я за счет того, что сменила крючок, изменила ширину вязаного полотна. Если вы хотите плавно расширять либо сужать ваше вязаное изделие, например, вы хотите расширить в области груди, уменьшить вязаное полотно в области талии, сузить рукава, наоборот, расширить рукава, сделать их расклешенными, либо сделать внизу кофточки баску, то есть немножко посвободнее, чтобы полотно было вязаное, например, вязаная кофточка, то вы можете менять постепенно номер крючка. Например, вяжете 2,5, также следующий номер крючка идет 2,75, то у меня его нет в наличии, но так они бывают у кловера. У кловера есть крючок 2,5, 2,75, следующий номер идет крючка номер 3. Далее вы можете расширить полотно, поменять крючок уже на номер 3. Вот таким образом. То есть 2,5, 2,75, 3. Далее идет крючок 3,25. У меня его тоже нет в наличии. Я взяла сразу же номер 3,5. Потом можно поменять на 3,75. И таким образом вы сделаете расширение вязаного изделия уже в нужных местах, где вы хотите убавить либо увеличить полотно. И давайте высоту. В ширину, значит, у нас за смены номера крючка получилось 2,5 сантиметров разница. И здесь вот высоту с 1 по 6 ряд у меня высота образца 4,5 сантиметров. А уже с 7 по 13 ряд это у меня получается 6 сантиметров. То есть в высоту я добилась того, что когда увеличила размер, у меня получилось на 2 сантиметра полотно стало шире, высоту, то есть длиннее. Ширину на 2,5, высоту на 2. Таким образом, вы за счет того, что будете вязать размером крючка, когда выбираете побольше, у вас изделие будет более таким ажурным, воздушность приобретает, легкость, невесомость, и расход пряжи у вас уменьшится. И еще один огромный плюс: вы свяжете изделие очень быстро. И оно будет у вас невесомое, легкое. Посмотрите, вот как бы в принципе разница, она, вот если вот так приглядеться, вот я вот приблизила образец, как бы разница внешне не особо ощутима. Напишите, пожалуйста, какой вам образец нравится больше. То есть первый, который я вязала крючком номер 2,5, либо образец номер 2, где я поменяла крючок на 3,5. И вот от этой линии, где вот у меня идет линейка, от галочек до 13 ряда я вязала крючком уже 3,5. А вот таким образом, то есть вот так вот я вязала крючком 2,5. Какой вам образец нравится больше?
Вы можете оставить свое впечатление, мнение в комментариях под видео. Надеюсь, вам мастер-класс понравился. Я объяснила и показала все понятно, доступно, подробно. И у вас, я думаю, что этот узор очень симпатичный. И кофточка, если вы свяжете ее из тонкого мохера, либо шерсти, будет, либо там ангоры, допустим, будет смотреться очень нежно и красиво. Так как узор, он, смотрите, какой интересный и симпатичный. В вязаном изделии будет смотреться неплохо. Возьмите себе его в копилочку, сохраните в плейлисте. Я думаю, может быть, когда-нибудь вы им воспользуетесь. Сейчас мы с вами будем заканчивать. Я буду заканчивать свой мастер-класс. С вами была Елена. Всем пока-пока. До новых встреч на новых мастер-классах на моем канале. Не забывайте подписываться на канал и включить колокольчик, иначе вам не придет оповещение о том, что у меня на канале вышло новое видео. Спасибо за то, что смотрите мои видео и проявляете интерес к моему творчеству. Я рада каждому новому подписчику. До новых встреч. Всем пока!